Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Господа, давненько у нас не было тайской кухни. А дело в том, что во Вьетнаме ее в принципе немного. Тайских ресторанов раз-два, да и обчелся. И сегодня у нас новенький ресторанчик. Как раз-таки нашли мы его не без труда, потому что точка на карте с их рестораном совсем не там, где они на самом деле находятся. Нам пришлось тут поколесить. Короче говоря, самое главное, мы их нашли. Блюда крайне недорогие, что меня особенно радует. Но и, как обычно, конечно же, мы попробуем том-ям, мы попробуем пад-тай, ну и еще парочку блюд. Так что дешевый тайский ресторанчик. Ну, конечно же, забегаловка. Я знаю, вы придираетесь. Я все подряд называю ресторанами, даже последнюю столовку. Короче, поехали. Что ж, быстренько заказали и быстренькое же обслуживание. Том-ям приехал. Порция не то чтобы прям огромная какая-то, вот в такой миске подается. Перчик сверху плавает, целых 2. Грибы вроде как в наличии из морепродуктов, а это том-ям с морепродуктами. 1 креветка, 2 креветка. Да, из морепродуктов на этом все, остальное все сплошняком. А нет, смотри, щупалки кальмара. Давайте положим, да попробуем. О, и эти самые шарики, как они, митболы, да? Ну и давай грибочков. Вот так. И ноки, и прочего. Конечно же, бульончика. Ну, прежде всего, по порции. На самом деле, вот мы с Ромкой пол вот такой плошечки положили, и на этом, в общем-то, суп и закончился. Но это ладно, это действительно порция на одного, она недорогая, 69 тысяч. Ну, то есть, в цену обычного жареного риса. Для начала, том-ям ли это? Кислая хрень какая-то. Но щупалка хрустящая, неплохая. Креветка. У нас тут внизу ведро есть. Это редкое явление. Чистится хорошо. Да, порядок. С морепродуктами все в порядке. Молодцы. Это не том-ям, приготовленный с хорошими морепродуктами. К кальмару, к креветке никаких претензий. Претензии к самому бульону. Ну, ребят, ну ведь есть классика. Никому не буду ее описывать, вы сами прекрасно все знаете. У меня на канале даже есть, вот, пожалуйста, переходите, полноценный видос, старый-престарый, когда я только вернулся из Таиланда, где я учился готовить том-ям. Это классика, самое что ни на есть. И куча-куча грибов. Это, кстати, хорошо. Это вкусный суп. С местной интерпретацией того, как должен выглядеть или звучать, или быть на вкус. Подбирайте, какое хотите выражение, то, что они предполагают в качестве том-яма. Вкусненько? Да. Слишком сладко? Да. Почему-то опять напихали много сахара. Кисло? Ну, в общем, том-ям слегка кисловатый суп, да, вполне себе. Но того самого вкуса нет. У Романа есть что добавить? Но он кислее, чем том-ям, но именно вкус том-яма я почувствовал, то есть и сразу прям вот в голове ассоциация с том-ямом возникла. Но хотелось бы меньше кислоты, меньше сахара, больше объем, чищенные креветки, чтобы в супе были, потому что не хочется руками в суп лазить. В общем, больше минусов, чем плюсов. Больше минусов? Ну да. Ты знаешь, я вот, кстати, нашел больше плюсов.
Господь с ним, с бульоном. В конце концов, ну ладно, это все тонкие материи. Это как мы, знаешь, будешь сейчас спорить о том, что... О, нам и следующее подносят. О том, что какой борщ там настоящий. Ну, короче говоря, это все ерунда. Похоже, вопросов нет. Самое, что ни на есть главное, я считаю, это то, что хорошие, свежие морепродукты. Вот здесь дает 100 очков вперед относительно того, что сам бульончик может быть не по классике приготовлен. Ну и пересластили немного. Короче говоря, порция небольшая, откровенно на одного, зато и цена в 69 тысяч. А что нам принесли? Давайте смотреть. Как обычно, ребят, огромное спасибо всем тем, кто уже поддерживает наш канал. Просто без вашей поддержки сейчас не получилось бы этого делать. Ютуба самого просто не хватает. Поэтому, напоминаю, поддержать канал можно следующим образом. Помимо разового доната, допустим, с вашими какими-то пожеланиями, что обозрить, можно подписаться также на Boosty, либо Patreon, ну, либо стать спонсором на самом Ютубе. На Boosty, на Патреоне и так далее выходят еще и дополнительные ролики, скажем так, неформатные, которые просто YouTube не пропустит. Например, когда мы с Романом сидим и на какую-либо тему, иногда дорожного движения, о жестокости азиатского дорожного движения. Если мы такое будем озвучивать на Ютубе, меня просто заблокируют и скажут: хрен тебе, а не монетизация. Поэтому, если иногда вам интересно, помимо раннего доступа, напоминаю, что ранний доступ у вас всегда будет в наличии, выходят еще и такие ролики. Подписывайтесь, выходит у нас порядка 10 роликов в месяц, поэтому подписка стоит от 150 рублей в месяц. Что это такое? Это очень и очень дешево. Спасибо вам. А это у нас, господа, фирменное местное блюдо, жареный рис по-тайски. Ну, сверху вот очень неплохая яишенка такая, омлет и рис со всяким. С морепродуктами. Отлично, отлично. Горячущий, это видно. Ну и здорово. Давайте вот так вот с морепродуктами и попробуем. Да, еще небольшой моментик по поводу том-яма. Он вообще не острый, несмотря на эти два перца. То есть они их кинули в конце, знаете ли, уже когда готово. И, ну, то есть остроту у нас не спрашивали, ее не сделали, ее номинально отметили. Хочешь, сожри перец. На самом деле острота в том-яме, ну, просто по определению должна быть. Другой вопрос, что у тебя должны ее спросить, насколько крутую ты ее хочешь. Короче, рис. Кашеобразный. Вкусно? Да. Меня не отпускает ощущение, что сладковат. Можно было омлетик-то и покруче зажарить, потому что слегка даже белок еще не застывший. Здесь креветочка. Вот креветка отличная, хрустящая, все здорово. Тем временем нам поднесли уже и пад-тай. Сейчас обязательно попробуем. Кстати, подан по классике, вроде как выглядит все здорово. По этому рису, что я могу сказать? Прежде всего, то, что стоит он 79 тысяч, не самое дешевое блюдо, но в то же время, вы знаете, это не жареный в классическом понимании рис, а именно, это вот рис только что из рисоварки, и его кинули, и даже не жарили на масле, чтобы он такой захрустел немножко. А вот как он был в рисоварке, так его просто перемешали, прогрели, и вот на тебе его с морепродуктами. Морепродукты отличные, все с ними хорошо. Вот ровно такое же блюдо может каждый из вас приготовить дома, даже не умея готовить жареный рис. Потому что по классике он все-таки должен быть вчерашний, вот он должен полежать немножко, корочкой такой небольшой покрыться, и вот тогда, когда ты его обжариваешь уже, он получает ту самую, назовем это, попкорновой хрусткостью. Вот тогда это будет классический жареный рис. Роман, если что добавить? Из хорошего только креветки. Как только попробовал, у меня сразу первая мысль в голове, что как будто бы готовил вообще человек, который, недавно готовит, то есть вообще не повар. Потому что, во-первых, он абсолютно не соленый, он пресный получился у него. Масла очень много, прям с избытком. Он перелил масло туда зачем-то. Опять же, сахара зачем-то нахреначили. В общем, вообще... Прекрасно понимаю Ромина негодование. Во-первых, он и сам зачастую дома такой жареный рис готовит. И вот, знаете,
когда ты сам готовишь лучше, чем ты приходишь в какое-то заведение, у тебя сразу так руки опускаются, здесь пересластили, здесь вкус не тот. Слава богу, с морепродуктами все в порядке. Давайте смотреть на пад-тай. Снаружи здесь у нас 2 креветочки. Ну, впрочем, неплохо. Что это? А, да, это, очевидно, кальмар. Порезанный таким вот образом. Нарезано. Что-то вот накидано. Щупалки присутствуют. Сама, опять же, лапша. Ну что ж, выглядит неплохо. Лапша подтайная, да, вот это вот та самая тоненькая. Росточки имеются как свежие, так уже и замешанные. Острота в наличии. Ну что ж, давайте попробуем. В мисочку я себе немножко положил уже. Давайте пару капелек вот так лайма и чуть-чуть остроты. Так, не сдувай остроту с моих пальцев. И вот так попробуем. Ну, в целом это похоже. Свежие росточки. Это всегда прекрасно. Кальмар. Кальмар фритюрный, Ром, да? Ты заметил? Ну, вроде да. И креветка. А вы знаете, я не докопаюсь. Это вкусно, да. Достаточно ли классически? Да. Ну, то есть все, что нужно, присутствует. Вот еще Ромка лаймом не поливал. А, уже съел. Ну, захочет, польет себе отдельно. Я скажу так. Это, да, вполне то, что я ожидал от пад-тая. Претензий у меня вообще никаких нету. Да. Ну, то есть, вы понимаете, вот если том-ям, я прям такой сразу говорю, нет, это не по-тайски, это не то, что я пробовал в Тае. Это, в общем-то, то же самое. В Тае тоже, когда я пробовал пад-тай, там от места к месту отличается. Другой вопрос, что ты пробуешь, допустим, с курицей, где-то больше этих росточков накидано, где-то поострее, где-то поменьше, где-то с морепродуктами и так далее, и так далее. Это почти то же самое. Считай, почти то же самое. То есть, грубо говоря, в одном из мест тебе будет так, в другом чуть-чуть будет по-другому. Это вот просто молодцы, здорово. Это кусочек Таиланда. Роман. Здесь, да, соглашусь, что похоже. Но я люблю, когда готовят с меньшим количеством кунжутного масла, но это именно лично мои вкусовые предпочтения, потому что я его не переношу. А так я бы сказал, что вот это хорошо приготовлено. Ну, то есть тот человек, который готовил, он такой, пад-тай я знаю, как готовить, том-ям не знаю. Ладно, поехали далее. Молодцы. А по цене этот, где он там, пад-тай, 79 тысяч. Ну, чуть подороже, но это блюдо на одного. Съев это один, прекрасно наешься. Сверху можно чем-нибудь еще добавить, и тогда полностью будешь сыт. Так что цена вполне себе меня устраивает. Поехали далее. Оно у нас уже, вернее, приехало. Ребра какие-то. А здесь у нас ребрышки. Да немало. И мясо на них, очевидно, присутствует. Ну, то есть, по крайней мере, внешне меня это блюдо уже радует. Не могу сказать, тайское это или не тайское. Ну, вот на этом ребре маловато, конечно, мяса, но в целом оно присутствует. Также у нас есть здесь еще и стекляшка, а следовательно нужно положить ее, залить вот этим бульончиком и в прикусочку мяско. О, а вот здесь-то острота, видите, сразу в бульоне, ничего себе тут перцев. Я хочу зачерпнуть без них, а без них, очевидно, и не очень получается. И, это имбирь еще здесь. Короче говоря, бульон, ладно. Лапшу отсюда повыедаем. И хороший кусок мяска. Вот так. Давайте мясо пока положим и попробуем тот самый бульончик. Остроты здесь, господа. Вот Рома себе накладывал мисочку, там прям перцев душевно. Пока не очень остро. Перцев много, остроты мало. Но перечный аромат присутствует прям очень неплохой. Лапша.
Ну, я еще плюс ко всему и кусочек имбиря съел, но я могу сказать так. Вот эта штука от том-яма практически не отличается. Какие-то ноты тоненькие. То есть, что вот здесь бульон сделан, что отдельный суп, где прикол бульона, считай, самое важное, без разницы. Вот просто напихали вот так вот. Ну, ладно. Короче, мясо-то как у них? Мягко. К мясу у меня никаких вообще претензий. Ну, я еще и взял. Ну, впрочем, там и есть приличные куски. Есть что погрызть, самое главное. Есть еще и хрящики. Сейчас попробуем. Прожую ли. Это отличные, заранее отваренные, размягченные свиные ребра. Вообще никаких претензий. Это просто классно. Это вкусно. Какой-то тайской особенности в данном случае я не чувствую. Это просто само по себе замечательное вкусное блюдо. Другой вопрос, что да, это на сегодня, наверное, самое дорогое, где здесь. Оно, да, стоит 149 тысяч. Стоит ли оно того? Да. Наемся ли я один таким блюдом? Однозначно, да. Здесь много мяса, здесь солидный бульон, но он призван скорее, знаете ли, помакать мясо перед тем, как вот ты его съедаешь. Вот так вот. Раз и... Да. Я ем это с удовольствием. А учитывая наличие еще и лапшички, то без проблем можно даже вот вдвоем, грубо говоря, наесться. Так что, если вы не огромный человек, который съедает там полкило мяса в присест, то можно как бы и вполне. Ну, потому что обычная порция все-таки на мужчину считается 300 грамм мяса, а здесь, наверное, даже побольше. Так что вполне себе на двоих. Роман? Ну, такого чего-то вкусного я для себя не смог найти. Для меня это просто много вареных ребер свиных со вкусом вареного свиного мяса. И какая-то непонятная Это само по себе круто. Просто Ну, у тебя вкусное, хорошее мясо. Я просто не люблю вареные ребра, я люблю их на гриле. Окей, без вопросов. И какое-то перекисленное, супер перекисленное, непонятно что. То есть это даже не супом никаким бульон не ты имеешь назвать, в да, виду? вот какая-то жидкость, ну, которую там ты ложку съел и все, больше невозможно. Ну вот поэтому, как бы, если ты просто хочешь мясом набиться вареным, то да, подойдет. А если насладиться чем-то, то нет. А я, в общем-то, сказал то же самое, просто Рома расставил акценты. Бульон, специально есть его не надо, помакать мясо. Или лапшичку туда окунуть. А по поводу вкуса самих ребер, вы знаете, всегда говорят, а шашлык это что? Кто-то запаривается по маринаду, там, на кефире, на айране, в сметане, еще в чем-то. Я всегда готовил просто лук, немножко маслица, соль, перец, все. Больше ничего тебе в шашлыке не надо. Так и здесь. Ребра. Захотел дополнительного вкуса, макнул в этот бульончик. Все. У тебя хорошее, да, самодостаточное, вполне себе мясо. Меня особенно порадовали хрящики, которые достаточно крупные, но при этом мягкие. Их можно прекрасно жевать. Без вопросов. Другое дело, что Роме нравится больше на гриле. Да и, пожалуйста, я не против. Грильные ребра. Захотел, взял грильные. Здесь такое блюдо. Подытоживая, можно сказать следующее. Тайское ли это место? Нет, отнюдь. Одно блюдо здесь хорошее, напомнило мне о Таиланде. Это пад-тай. Остальные же блюда здесь ничего общего, по большому счету, с Таиландом не имеют. Меня это, конечно же, разочаровывает, потому что, ребята, если вы все-таки претендуете на кусочек Таиланда внутри Вьетнама, извольте, пожалуйста, делать полноценное меню, где ты пришел и отведал блюдо другой страны. Это было бы классно, это было бы здорово. Вкусно ли в целом мы сегодня поели? Да, вполне. Очень даже неплохо. Недорого ли это было? Опять же, да, вполне. Некоторые блюда, которые стоят достаточно дорого, можно поделиться на двоих, и ты тоже прекрасно наешься. Взял по одному пад-таю, вот это вот ребра разделили опять же пополам. Все, ты полностью наелся, и ты наелся вкусно, от пуза гуляй дальше. Тем более, что вот здесь вот прямо за моей спиной стоит Куб-март. Это отличный супермаркет, который значительно дешевле, нежели тот, который мы снимаем, у которого рядышком мы обычно снимаем.
Так что, да, еще и можно пошопиться. Ну а с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока. Здесь креветочка. Вот креветка отличная, хрустящая, все здорово. Рома от радости камеру цепляет. Ой-ой-ой, подожди, я сейчас... Чтоб не выглядело как хрень какая-то непонятная. Надо было раньше положить, а то некрасиво будет.